Кто может, делает. Кто не может, подвергает критике того, кто может. Стивен Кинг, американский писатель. Многие люди испытывают страх перед критикой, и если вы тоже к этой категории относитесь, то вы, безусловно, не одиноки в своем опасении. Бояться того, что ваш труд, усилия или даже вы сами могут быть осуждены или оценены негативно, является весьма распространенным и естественным чувством, которое занимает свое место в списке одних из самых распространенных страхов в мире. Когда кто-то высказывает критику, это всего лишь выражение своего мнения о вас. Это может быть его точка зрения на ваш труд, вашу личность или ваши действия. Важно помнить, что критика представляет собой лишь субъективное мнение, а не абсолютную истину. Люди могут видеть и воспринимать вещи по-разному, и их оценка не всегда отражает реальное качество вашей работы или личности. Поэтому, когда сталкиваетесь с критикой, полезно оценить ее объективно, не забывая, что это всего лишь точка зрения одного человека. Трудно воздействовать на то, какие мысли возникают у других людей о вас. Однако вы имеете возможность управлять своими собственными мыслями и поведением. В случае появления критики со стороны окружающих, важно сохранять внутренний контроль и не допускать, чтобы эти отзывы повлияли на ваше собственное мнение о себе. Когда вы сталкиваетесь с критикой, целесообразно рассматривать ее скорее как точку зрения, а не как объективное оценочное суждение. Помните, что вы обладаете способностью выбора в том, как реагировать на внешнее мнение, и можете принимать их или отвергать, сохраняя при этом свою уверенность и самоопределение. Как прекратить ощущение страха перед критикой – это важный вопрос, который многие из нас могут задавать себе. Давайте попробуем разобраться в этом непростом вопросе. Важно помнить, что критика представляет собой всего лишь взгляд на вещи, а не абсолютную правду. Это просто мнение человека, основанное на его субъективном восприятии и опыте. Она не обладает свойством быть объективным фактом или непреложной истиной. Поэтому, когда сталкиваетесь с критикой, важно осознать, что это не обязательно отражает вашу настоящую ценность или качество. Люди имеют разные точки зрения, и их оценка может зависеть от множества факторов, таких как их личные предпочтения, жизненный опыт и текущее настроение. Необходимо научиться отличать критику от факта, понимать, что это всего лишь один из возможных взглядов на ситуацию. Вместо того, чтобы принимать ее как неоспоримый суд, полезно рассматривать критику как стимул для размышлений и возможность для личного роста. Не давайте возможность критике вести вашу жизнь. Не допускайте, чтобы ее воздействие оказало влияние на ваши выборы и действия. Важно помнить, что вы сами являетесь хозяином своей жизни и имеете право на собственные решения. Когда вы позволяете критике контролировать ваши шаги, это может привести к ограничению вашей свободы и независимости. Вместо того, чтобы поддаваться давлению внешних мнений, постарайтесь оставаться верными себе и своим ценностям. Вместо того, чтобы позволять критике влиять на вас, старайтесь извлекать из нее полезные моменты. Рассматривайте критику как возможность для личного роста и самосовершенствования, но при этом оставайтесь верными своим принципам и целям.
Также полезно развивать навыки конструктивной самокритики. Вместо того, чтобы воспринимать критику как угрозу, используйте ее как возможность для собственного роста и улучшения. Попытайтесь извлечь полезные уроки из отзывов и применить их в своей деятельности. Важно помнить, что каждый человек имеет свои сильные и слабые стороны. Принятие себя с любыми недостатками и признание того, что невозможно угодить всем, может сделать вас менее подверженными влиянию страха перед критикой. Исходя из всего вышесказанного, следует, что перестать бояться критики – это процесс осознания, укрепления своей уверенности и развития навыков конструктивной саморефлексии. Боритесь со своими внутренними демонами, развивайтесь. И берегите себя, ведь за вас этого никто не сделает.